Всем привет! С вами снова я, София. Сегодня мы будем с вами делать органайзер. Для этого нам понадобится рамка А4 формата, акриловый белый грунт, небольшое количество рулонового пробкового дерева, малярный скотч и акриловые краски, салфетка для декупажа под осеннюю тематику. Помимо этого ножниц, линейка, карандаш, кисточки и баночка с водой. Клей для декупажа на водной основе, акриловый лак глянцевый. Если вы хотите, можете матовый использовать. Горячий клей, наждачная бумага, золотая лента. Сейчас мы вот эти места загрунтуем. Вот грунт, акриловый художественный белый. Теперь нам нужно снять у рамки заднюю сторону, то есть стекло надо обязательно аккуратно снимать. Очень бдительно, не пораньтесь. Я бы советовала вам стекло убрать во что-то плотное, чтобы не пораниться, так как оно вам больше не понадобится. Покрываем ровным слоем рамку грунтом. Грунтом можно пройтись 2 раза. А теперь оставляем сушиться. Берем заднюю часть рамки, отмеряем ее размер. Это нам нужно, чтобы понять, сколько пробкового дерева нам нужно с вами будет отрезать. Переносим все это на пробковое дерево. Если что, пробковое дерево очень хорошо режется ножницами. Оно у меня 2,5 где-то так. Обрезаем его. Приклеиваем на горячий клей. Все ненужное просто потом обрезаем, и все ножницами. Мы не будем ждать, когда все полностью просохнет. Надо померить, я считаю. Ну-ка. Теперь мы будем обклеивать нашу штучку. Вот эти. Берем акриловые краски и закрашиваем все, что не заклеено. Скотчем часть. Так как я первый раз красила пробковое дерево, я не знала о том, что оно так впитывает краску. У меня очень много ушло краски, мне пришлось несколько слоев наносить, чтобы цвет был достаточно яркий и плотный. Причем так вот, знаете, кисточку вбивать, вот эти вот небольшие отверстия пробкового дерева, чтобы вот все вот как бы прокрашено было достаточно максимально. Ну вот и все. У меня все высохло, прошел целый день. Можно теперь снимать, как говорится, скотч. Обклеиваем салфеткой высохшую рамку. Для этого нам понадобится клей для декупажа на водной основе. Но сначала нам нужно будет разметить 4 полоски по 3 см в ширину до конца салфетки полностью. Размечаем. Можно сделать 5-ю полоску, но про запас, на всякий случай. Мне она пригодилась. Ну вот, у нас получились 4 штучки вот такие. Перед открытием клея для декупажа лучше его потрясти.
Теперь убираем вторую сторону. Вон, видите, что вот. Убираем ее, короче говоря. Попытка вторая, как говорится. В этот раз аккуратненько мы прикладываем ближе к пуговице, потому что мы должны верхнюю часть обязательно закрыть. Вот. Это надо очень аккуратненько прикладывать. Вот так вот приложили. Прекрасно. Сейчас мы с вами будем наносить клей. Очень аккуратно, потому что бумага рвется только так. Потом это. Сначала вот эти боковые, потом вот это. Натягивайте бумагу, но очень аккуратно. Видите, я уже вот порвала. Все это весьма очень так аккуратно надо делать, чтобы никуда ничего не делать. Ничего страшного. И задекорирую вот как-нибудь вот так, вот так. Да и все. Это мы обстригаем все лишнее. Ну а сколько у меня будет грень, ее бы заделать как-нибудь красиво, да? Ладно, закончим, и потом вот это, если что, если у вас где-то есть проплешины, можно будет еще раз просто салфетку приклеить и все. Ничего страшного. Мы с вами закончили рамку. У нас есть проплешины, так что мы отрезаем все где нужно. Да. Где-то у меня есть вот здесь вот есть проплешина. Где есть проплешины, мы их просто заделаем. Все. Теперь мы с вами приглаживаем все, как говорится, края, потому что, скорее всего, вот эту сторону мы ее обделаем красивой такой нитью. Ну вот, у нас высохла рамочка. Теперь мы сможем ее покрыть лаком. У меня есть два вида лака. Это глянцевый и матовый. Я буду покрывать глянцевым лаком, потому что глянцевый лак, он позволяет скрыть всякие дефекты. А так как я давно не делала декупаж, матовый лак, все мои неровности при наклеивании будет видно. Вот. Теперь, как и у меня, у вас остались лишние салфетки. Ну, на боках, наверное, на сгибах, скорее всего, у рамки у вас лишняя салфетка внутри. Не снаружи, с внешней стороны, мы все равно заклеим, там без разницы, а внутри. Это все надо сошкурить. Мы берем наждачную бумагу любой фракции, ну лучше пожестче.
Вот, и сошкуриваем, но если надо, ножницами обрезаем. Вот. И последняя наша часть. Мы декорируем лентой края рамки внешние с помощью горячего клея. Обрезаем все лишнее. Ну вот и все, наша рамочка готова. Она у нас такая яркая, сочная, по настроению, веселая. Осталось только вставить заднюю часть. И как бы все, у нас с вами органайзер готов. Переходите по ссылке на прошлое видео на тему осеннего декора, букет, на тему закладок на учебу и, конечно же, обложка тетради. Я была вас очень рада видеть на мастер-классе. Увидимся в следующем выпуске. Распаковки, вторая часть, фикс прайс.